Тепловой датчик. Что это такое? Где его взять и нафига он вообще нужен? Обо всем в этом видео. Погнали. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем развивать новичка в Last Day без доната. Ты, наверное, уже встречал такие штуки, как тепловой датчик. Они нужны для сборки бесполезных турелей. Почему бесполезные? Они вообще нафиг не нужны тебе дома. Но есть одна вещь, ради чего реально нужны эти тепловые датчики. И это биореактор. Собирая этот биореактор, ты не просто увеличишь количество ячеек заряжаемых. Самое главное, при улучшении тебе открывается дополнительная ячейка усилений. Ну то есть, к примеру, если поставить сюда сейчас запасную обойму, последний выстрел из огнестрельного оружия будет иметь шанс восстановить прочность. Ну или уборка. Одна из комнат лабораторий полностью убирается от зомби, остается только лут. И ты ничего для этого не делаешь. Этих усилений очень много. А можно блокатор поставить. Вот это живучесть. Максимальный запас здоровья противников не будет никогда улучшен, если ты его поставишь, этот блокатор. Ты понял, да? В общем, это очень крутая штука для зачистки лаборатории Генезис. Надо только улучшать биореактор. Их 3 левела. У меня в данный момент 2. И вот на 2 левеле уже надо 5 тепловых датчиков. Не будем сейчас о всех остальных ресурсах. А где их брать, эти датчики? Первое. На рейде. Посмотри прошлую серию. Был датчик на рейде. Я его не взял. Я хотел его поменять на 2 фильтра. Но не взял. Это раз. И 2. Надо охотиться за тюрелями, которые, как известно, у нас находятся в бункере Альфа. И здесь среди лута тепловой датчик. Да? Так просто. А также тюрельки есть в бункере Браво. И их много здесь. И они здесь не просто много, они бесконечные. Но давай начнем по порядку. Для начала мы открываем охоту на тюрели. Поехали в бункер Альфа. С бункером Браво есть одна небольшая проблемка. Но о ней сейчас попозже. Ну, как ты уже знаешь или нет, тюрели есть на всех этажах бункера Альфа. На 2, на 3, ну и на 4 их больше всего. На 3 этаже всего одна, как и на 2. Но, перезагружая бункер Альфа в хард режиме, соответственно, да, будет тебе еще допом то же самое. Плюс, тюрельки желательно Генезис стволами выносить, потому что они бронебойные. Именно вот здесь сейчас мог выпасть датчик. Но не выпал, увы и ах. Какой шанс выпадения? Не очень. Но если задаться целью и открыть охоту на турели, все ты выбьешь. Столько, сколько тебе надо. Поехали сразу на 2 этаж. Здесь, соответственно, если ты идешь конкретно, да, за этими датчиками, многих кожеедов брать не надо. Просто проползаем по стелсу, да? Они нам не нужны. У нас с тобой охота за тюрелями конкретно. Здесь так, здесь вот так. Ну, вот этих придется убить. И это меньше из 2 зол. Там толстяки вообще капец. Лучше уж вот этих, да? Малышей, бегунов. Ну, они ни о чем, ну чё. Красиво, пиляками ее лупала. Все, мы почти дошли с тобой до тюрели. Быстро, несложно, да? Я же говорю, была бы цель. Ну, готово. Вот наша тюрелечка. Дальнобойное оружие опять же берем, да? Красивое. Потихонечку подползаем. Вот видишь, потихонечку не вышло. Ничего. Шмаляет. Оп, вообще нифига не выпало. Будут также падать запчасти тюрелей. Ну, ты в курсе, да? С них очень хорошо разбираются вот такие болты. Если они тебе потребуются. Теперь
Надо по минимуму, никого не трогая, да, свалить отсюда. Красиво, быстро. На третьем этаже, соответственно, да, к тюрелечке очень аккуратно подползаешь. Мы с тобой сейчас обязательно в хард режиме перезагрузим альфу. И я покажу. Ну, если ты, конечно, не знаешь. Я думаю, ты уже знаешь, да? Бункер альфа это же вообще. Вот он этаж, где ты большую часть датчиков выбьешь. Вот за этой дверью сразу 2 тюрели. И потом еще одна тяжелая. Потом где еще? Ну и вот тут 3 тюрели, да? 6 тюрелей. Давай ничего не будем экономить. Здесь не получится по стелсу проползти. Слишком, да, плотность большая кожеедов. Поэтому вот этих тоже засранцев никак не получится обойти. Поэтому их тоже наказываем, да? Привет, бобер. Оп, гранатка. Ну, как бы одно другому не мешает, да? Нам не лишнее будет. А почему тюрель-то начала стрелять? Потому что дальность атаки у этой пушки говененькая. Вот, к примеру, это нормально. Эмочка, да? Нормально. АКшка нормально. Скарчик. Вот это вообще великолепно, блин. Она и мощная, и дальнобойная, да? Вот так вот. Эх, не вперла. В ящике ничего не дадут. Это именно лут с турелей. Без вариантов. Вот она. Красивая. Тяжелая тюрель, 500 хп. Да, жестко, согласен. Ну а что поделать? Вообще, она еще и бронированная, зараза. Ультиматум. Давай. Хыдж. Боль. Ну, блин, есть чуть-чуть. Поэтому, когда ты видишь эти датчики, доставай их. Ну, типа с рейдов, да? Пригодятся. Повторюсь, этот биореактор, блин, его нужно прокачивать. Хыч. Нужно, конечно. Блин, он нужен. Реально. Иначе лаба у тебя будет всегда на фиговой отметке. Ну, то есть тяжело достаточно будет лабу прокачивать. Биореактор прокачаешь, вообще капец. 3 апкаста, это очень много. Типа там повышение боссом ХП, да, можно будет активировать. Ну, соответственно, надо еще лабораторию прокачивать. Проходить, чтобы открывать эти апкасты. Но это уже совсем другая история. Прощай, мужчина. Узик очень хорош, когда его прокачаешь, да? Че, еще 2 шанса, да? Еще 3 шанса. Дальше что? Перезагрузка. И опять повторяем. Итого сколько выходит? 8 тюрелей за 1 бункер альфа. Плюс хард режим. 16 тюрелей. Блин, с этим можно работать, да? Уж за 16 тюрелей-то один уж выбьешь тепловой. Да нифига. Повторюсь, у него шанс очень слабый. То есть это надо просто делать регулярно. Ну и оставлять эти датчики, чтобы лежали, да? Главное выбить. Хыч. Блин, видишь что? Ну дайте хоть один. Мне чисто показать. Блин. Ёлы-палы. Вот. А недавно на рейде забил, да? Я буду жалеть об этом еще долго. Что я оставил тепловой датчик с рейда. Всего один был. Ну ты видишь, как они лутаются? Прям непросто, ёлпала. Да, знаем, ёп. Вот здесь у нас финальная тюрелька, да? И тоже, к сожалению, тяжелая. Сколько надо обычного огнестрела? Ну, как ты видишь, дофига. Один чистый огнестрел, автомат, да, с модами, уходит на 1 тюрель. Только в путь. Опа, нету эмочки. Жесть вообще. Что и требовалось доказать. Если они тебе нужны, ты их выбьешь. Главное выбивать. Теперь, соответственно, перезагружаем хард режим, да, и повторяем сие безобразие. Почему безобразие? Блин, жалко огнестрельчик.
Ничего больше не собираем. Там еще кашиеды. Да, там гранаты, там сталька. Ладно, без нее обойдемся. Перезагружаемся. И... Оп. И по новой, да, все те же тюрели продолжаем забирать. Мне кажется, это великолепно. Пойдем приоденемся. Чуть-чуть, да, а то мы совсем сейчас голожопой останемся. Чтобы красиво хард режим проходить и забирать свои тюрели, тебе надо ближнебойное оружие с уроном не меньше 63. В общем, 60 мало будет. Гуаньдау, если ты участвовал, у тебя они есть, они великолепные. И вот такой разрушитель с модификацией кран. Ну и всеми остальными, да? То есть, если у тебя будет распиливание, у тебя не получится ваншотать. Ну там, когда юзаешь обилку, там как бы мутно-смутно, да? Вот видишь, чик, ваншотнул. И чё, и никого не берем. А, куда, ёп, я пошел? Все, до тюрели уже дошли. То есть вообще никого больше не надо трогать, да? Вот моя тюрель. Спокойно забираем. И да, конкретно вот эту тюрель можно вот этим стволом фигачить. Потому что это такое читерство. Давай еще раз повторю, что я делаю. Ну вот, ползешь, и вот так к бочке, да? И все, готово. То есть расстояние до тюрели очень маленькое. Эх, блин. Это к делу не относится, да? Ну давай, если уж мы сюда приперлись, заберем слепого охотника. Соответственно, повторяем то же самое на втором этаже. А вот он Гуаньдау, да? Он еще мощнее, чем этот разрушитель. Повторяем этот беспредел на втором этаже, и на четвертом самое сложное. Ничего сложного, согласен, если есть огнестрел. Как же он хорош, а, вообще, ты посмотри. У него скорость атаки по сравнению с разрушителем, да, космическая. И урон больше. А ремонтируются за гвоздики, а, блин. Это просто вот мега оружие. Вот. Мощностей надо много, да, чтобы нормально забирать эти тюрели. Нифига себе. Нифига себе. Блин. Немало мощности надо, немало. На одну тяжелую тюрель один огнестрел. А с другой стороны, это такая ерунда, да, если ты уже достаточно давно развиваешься. Оп, 6 раз успел. Вообще. Я просто в восторге, когда 6 раз успеваешь фигачить. Реально очень круто. 400 урона за 2 подхода, да? Давай все-таки вернемся к нашим тюрелям. Мощностей у нас осталось тють-тють. Поэтому пойдем сразу на 4-й этаж. Все-таки здесь прям мощно их, да? 6 турелей, блин. И сделаем мы это вот так. Потому что обычный огнестрельчик нам нужен для турелей. И да, гранатометом их тоже можно гасить. Так, аккуратно, максимально. Гранатомет — это тебе не игрушки. Опачки. Да? Ну, экономненько. Ну вот, мне кажется, очень даже. Ну, естественно, теряем, да, залпы делаем. Хард режим. 4-й этаж. Это вообще капец. Вот да, вот если ты не готов, лучше не иди сюда. Они очень жесткие здесь. Они, блин, половина высасывают кровушку. Ну, это вообще что-то с чем-то. Плюс, видишь, да, прошибают как. Блин, ну реально ее больно. Больно бьют. Это прям вот такая вот штука. Не для слабонервных. И да, здесь есть воин из-за угла. В бункере Альфа он везде есть. Вот так. А гранатками можно их гасить? Можно. Вот она, да, тюрелька. Вот мои гранатки. Берем и вот так. Я сейчас на максимум, да? Вот видишь, вот этот рычажок, вниз его оттащи на максималочку. Чик. По идее, он прям метится, она в таргет берется, да? Очень, кстати, неплохой вариант, чтобы не тратить. Видишь, ближе, да, упала. Давай! Блин. Тё, мне всего один еще нужен. А запасные не будем собирать. Нафиг надо. Больно затратненькое мероприятие. Вот они. Вот это вообще вот просто. Хард режим, вампиры, это что-то с чем-то. Вот прям вот не жалей, если ты приперся.
огнестрел. С ними бодаться, ёп, можно бесконечно. Они по 30 хп себе отжирают за удар. Ну, реально жесткие засранцы. Да ты чё, серьезно? Вот, видал, да? Он уже мертвый был, ёп, уже отъелся. Жестко, очень жестко. Давай посмотрим, сколько выстрелов гранатомета, сколько гранат потратим на хэви турель. Так, ну вот здесь давай граником будем стрелять. Раз, два, три, 8. 9 выстрелов и капелючечка, да, осталось. Не слабо вообще. Ну, граната, по идее, то же самое. Ой-ой-ой. Так. О, красиво, да, прям под ноги ей. Все, моя морда мешает, давай уберу мою морду. Смотри. Не торопись швырять, короче, да? Оп! Ты куда-то, ёб, куда полетела? Ну, нормально, да? Ну, как-то это. Чтоб в стенку не попасть. О, прям ей полетела, да? Так, 3-я. И 9-я. Чик. 9 гранаток. Опять же, да? Пока ты новичок, таким идиотизмом заниматься, конечно, не надо, да? Тебе есть куда их потратить. Лучше на волны в ПУ оставь. Хыщ! Это великолепно, ёб. Что и требовалось доказать. Если они тебе нужны, может быть, тебе не повезет, как мне, и тебе дадут 1, а может даже 0. Но я думаю, что-то тебе дадут. В общем, суть главная ясна. Если они тебе нужны, ты их получишь. Надо только их фармить, да? Будут тебе эти датчики. Дома тюрельки почему бесполезны? Потому что не реализована вот эта вот там толпа зомби. Она приходит, но это, короче, полная фигня. Реально, поверь мне, это полная ерунда. Так, опасненький парень. Он сейчас ускорится. И как мы всосем от него? Ее. Нормально, нормально. Ты знал, да, что они тоже повреждаются от этих штук? Давай, если уж мы здесь, да, добьем. Добьем еще 2 турели изишные. Мы хард зафигачили. Че изи оставлять? И тогда уже свалим отсюда. Да, по красоте вот так. Поставим жирную точку. А куда еще нужны датчики? Если ты помнишь, делись в комментариях. Я не помню. Может быть, они еще нужны где-то там в прокачке минивэна, да, в поселении. Не помню. А что не так с бункером Браво? Поехали, покажу. Из плюсов бункера Браво. В период события у тебя просто дикий урон будет от определенного вида оружия. В данный момент это АКшка. Мы очень легко их можем сносить, эти тюрели. Это раз. 2. Они бесконечные. Как? Давай посмотрим. Вместе. Прощайте, мужчины. Ну, да. Когда выпадает именно повышенный урон от АКшки, это, блин, вообще что-то с чем-то. Вот она, тюрелечка. Оп. Готово был. Не вперло на лут. Беда. Ладно. Только на этом этаже, на втором, сколько тут этих тюрелей? 1, 2, 3, 4, да? Эх, опять не вперло. И тут закрадывается мысль. Чё-то тут, ёб, не так. Ха-ха-ха, блин. А разве в Браво есть вообще лут, скажи, едов? Да, в этом и прикол, что лут-то нету. Ну и 2 тяжелые. В общем, не будем сносить, да? Увы, ах, лута-то нету с них. А вот показываю механику бесконечных тюрелей. А как, если лута с тюрелей нету? Вот же. Все просто в ящиках. Проходи бункер.
Браво, здесь действительно в ящиках есть эти датчики. В каком точно не скажу, не помню. Вроде бы 3-й этаж, когда пройдешь, Дреда, да? Вот там тепловой датчик. А может быть и кокон на 4-м этаже. В любом случае, в период события бункер Браво, он разваливается вообще изи-пизи. 7-10 огнестрелов, 3 этажа. И у нас сейчас стартануло событие. Бункер Браво 21 день. Блин, вообще просто вот приходи, фигач, это зачем? Это в преддверии глобального обновления. Чтобы ты собрал чоппер. Чтобы ты собрал вездеход. Чтобы я уже собрал, да. Чтобы все собрали вездеход и могли отправиться, да, на нем кататься на обновленные болота. Ждем, не дождемся. Я надеюсь, ты уже поставил свой лайк. Если ты тоже ждешь. Аккумуляторы и электроника. Видишь, да? Зона реактора. Вот там будут датчики. И причем падают они не по одному, если я не ошибаюсь. Могут и 2, и 3 дать. Делись в комментариях, если ты помнишь, сколько тебе самое большое датчиков давали. То есть это второй способ, да? Первый банально бункер альфа фигачим, а второй способ вот сюда приходим. Ну ты видел, да? Тюрели не было, ёп. Почему? Потому что их все. Уничтожили мы с тобой, красавчики. Перезагрузить систему. Респятся полностью. Без выбора. Все враги. Все. Полностью. Включая тюрели. Ну да, с них лута нету. Блин. А так бы было, конечно, очень круто. Мы бы просто с тобой ее бесконечно их фармили. Блин. Сколько тебе надо? Это была бы, вот понимаешь, совсем в определенных, да, балансах совсем другая игра. То есть болты, да. Бункер Браво давал бы бесконечное просто множество болтов. За счет того, что мы бы здесь заводские детали эти доставали. Ну, тюрелевские детали. Не заводские, а тюрелевские. Держимся этой стороны, да, чтобы. Здесь не переживаем, вот так бежим. Все. Спокойно ушел. Смотри, какая ситуация. Вообще неприятные парни. И чё, они прям затолкать до смерти могут. Блин. Ты понял, чё? Ты в шоке? Я тоже в шоке, блин. Реально крутые пацаны. Вроде такие, ёб, ни о чем. Вообще толкали, чуть не затолкали. Ужас какой. А сейчас что? Босс у нас, да? Че, прям переодеваться даже не будем? Да нафиг, ё-моё. Че, мы первый день, что ли? Знаем, летали, ёб. Да, дирижабль. Ну, как бы больно бьют, конечно. Но не смертельно. Голожопая сурвивалка. Экономия брони. Блин. А босс больно ударит. Но пока он, видишь, у него дела. Он голодный сидел в заперти, его выпустили, а тут курицы бегают. А? Неприятная ситуация, да, мужчина? Понимаю, пожрать не дают человеку. Не-не-не, я вообще не при делах. Блин, красавчик. Извини, я одну себе оставлю на стол. Ну так просто, забрали ящик. Чем мы зря сюда пришли, что ли? Но скорее всего, именно за 3-й этаж Дреда надо убивать. Вот. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Будет полезна эта информация. Не забудь поддержать лайком. Ну и конечно же подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всего, сливы обновлений. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь.
Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Увидимся на стриме. Улучшить немедленно. Да, все остальное тоже надо вкидывать. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми